Фильмша поделиться не для широкого круга потребителей творческого продукта. Он будет интересен и полезен тем, кто имеет художественный вкус и творческие амбиции, а также для тех, кто увлечен психологией. Этот артхаусный шедевр нуждается не столь в эмоциональном, а по факту финансовом отклике типичного зрителя, сколь в оценке людьми искусства и вообще людьми, стоящими на довольно высоком интеллектуальном уровне. Нечто похожее было. ねえ、んこんなこと初めて？ああ。Нечто похожее было, но точно другое. Ларс фон Триер 20 лет назад потряс киномир своей минималистической авторкой «Догвиль», в которой 3 горизонта смысла. Социальный, некоторым образом политический, религиозно-философский и архетипический. А я испугался, Грейс. Я тебя использовал. Прости меня. Я был так глуп, правда. А иногда, возможно, даже высокомерен. Ты прав. Десять лет назад режиссер Джейсон Райтман подарил удивительно откровенную драму «Мужчины, женщины и дети», но уже в классическом формате, причем задав образец экранного отображения графических элементов соцсетей. Помнишь, как увидел ее впервые? Поцеловал ее, коснулся ее нежной кожи. Помнишь, с какой уверенностью ты говорил «да»? Помню, но на ashleymadison.com все знают, ничто не длится вечно. Если вы готовы, действительно готовы, тогда мы с радостью вернем вас в те счастливые времена. С кем-то новым, интересным, мечтающим возродить свои чувства. ashleymadison.com. Впрочем, фильм Райтмана, как адресованный широкой публике всех возрастов, примечателен не скрытыми смыслами, а параллелями и тонкой изобразительностью чувств. Тем не менее, средний зритель его не переварил, посчитав скучным и назидательным. И вот режиссер Айра Розенцвейг попытался в формате авторки, иначе говоря, в артхаусной манере, препарировать нашу цифровую действительность. Удалось. И получилось кино почти типичного формата. Эти картины показывают в определенной мере 3 состояния социума. До киберэры, в начале эры соцсетей и в настоящее время, когда сложилась некая относительно стабильная система онлайн-ценностей. Мир меняется. Наверняка лет через 10 кто-то продолжит череду шедевров интеллектуального кино. Надеюсь, это будет кто-то из зрителей данного ролика. Фильм относится к жанру комедии. Его сценарий полностью соответствует классическим правилам драматургии. А если учесть единство места и действия, то фактически это экранизация пьесы. Есть завязка, есть отсроченная экспозиция, есть конфликт. Типы характеров легко узнаваемы. В конце нетривиальная развязка. И определенно присутствует катарсис. В общем, как будто Генри Хибсон восстал из гроба, чтобы творчески реализоваться в необычном для себя жанре. Ну, давайте посмотрим, какие смыслы заложены в авторке поделиться. На первом уровне, можно сказать, на визуальном плане, перед нами предстают отдельные люди. Главный герой номер 14, вернее 7 нулей и 14. Его играет актер Мелвин Грег. Почему 14? Число невзрачное. 15 круче. 13 породило бы у зрителя слишком много ассоциаций, уводящих в ложные смыслы. Ну и так можно перечислять до бесконечности. В общем, авторы выбрали первую же замеченную ординарность, что само по себе дает нам определенный посыл. 14. Взаимодействие с другими бедолагами, попавшими, как и он, в фантастическую ситуацию. Похоже, что в первый момент все воспринимают эту ситуацию за наказание или жестокий эксперимент. Привет. Привет. Я... Слушай, что происходит?
Со мной что-то случилось? Это какой-то тест? Мне нужно знать, надолго ли у меня есть обязательства. Нужно присматривать за собакой, кормить его, выгуливать, так... На примере героев можно наблюдать стадии и формы погружения человека в мир соцсетей, в ТикТок виртуальность. Гаджет становится посредником между личностью и миром. Большинство сначала пытается понять, кто с ними так зло шутит, пытаются договориться, а затем безоговорочно подчиняются диктату положения. Мало того, когда их лишают цифрового девайса, они впадают в депрессию и ярость. Считают это наказанием. Я должен был это оценить, я знаю. Теперь да, пожалуйста, просто дай мне один шанс показать тебе, что я хороший человек. И действительно, для них отсутствие девайса – наказание, потому что их важнейшая цель, скрытая в бессознательном – получение удовольствия. И они достигают эту цель по-разному – подглядыванием, лайками и, конечно же, монетизацией. Монетизацией своей, а главное чужой зависимости от электронного посредника. Впрочем, главный герой не относится к тому аморальному и хладнокровному типу людей, которому успешнее всего удается монетизировать наши зависимости и слабости. Он скорее выскочка. И снимая сливки как бы, невзначай и даже вопреки своему желанию. Вы идеалист по жизни и считаете, что ваша мотивация обусловлена убеждениями, этическими убеждениями, но вы просто бежите от боли к удовольствию. Как мышь-полевка. Другие граждане, как номер 5011, подозревают существование мировой закулисы. Типа некие рептилоиды или жидомасоны пытаются подсадить всех на кибериглу и контролировать каждого человека. Измерение времени в таких терминах создает... Никто из вас не пытался сбежать? Физически? Например, из точки А в точку Б, точка А здесь, точка Б не здесь. Такая попытка? Ага. И эти граждане пытаются создать свои правила и сообщества, чтобы освободиться. Этакие контрглобализаторы. Ну что ж, возможно, такой взгляд имеет некоторые основания. У Эмерсона есть афоризм: организация – это удлиненная тень одного единственного человека. Да, бывает так, что тень засидевшегося президента масштабируется властью до размеров государства. А бывает, весь мир своей тенью накрывает одна или несколько транснациональных корпораций. Но даже во мраке двух теней кто-то продолжает бороться за свободу. Третья категория – те, кто все понимают, в том числе и природу человека, но видели они эту цивилизацию в ультрафиолетовом спектре. По сути, они заняты лишь собой, предпочитают довольствоваться малым, только иногда философствуют для сограждан, чисто чтобы получить подтверждение собственного ментального превосходства, а заодно покушать. Ну, конечно, покушать в глобальном смысле. Своего рода обедневшая аристократия. Кем бы они ни были, теперь они мы. Думай об этом так, спроси себя и постарайся быть честным. Какой зуд чесался, когда ты за это платил? Заслужил ли я это, потому что я такой хороший человек? Или я тебя позабавил своим трюком? Возможно, я хороший человек. Присмотревшись к этим реакциям внимательно и сгруппировав их, мы получим типичные формы реагирования людей на TikTok, Инсту, YouTube и прочие явления, многие из которых запрещены Роскомнадзором. Либо полное неприятие соцсетей, либо попытки подчинить эту сферу моральным и политическим правилам, либо жестокая эксплуатация человеческих инстинктов. На более глубоком уровне этой кинематографической работы мы обнаруживаем, что номер 14 всего лишь часть личности, та самая, что взаимодействует с окружающими и видна им при поверхностном взгляде. То есть, как предстает нам человек, может быть, не при самом глубоком знакомстве. Это бездельник и разгильдяй, но все же довольно безобидный, компанейский и, в общем-то, не глупый парень. Получив в свое время достойное воспитание и образование, стал бы хорошим человеком и полезным членом общества. Че, ну говори, Альва.
Я думаю, что проклятие человека в его разгильдяйстве. Что ты хочешь этим сказать? Не знаю, сможешь ли ты понять мою философскую, скажем так, концепцию. Скажи мне ее, так я сконцентрируюсь. Подумай о том, что мы сейчас делаем. Никто нам не платит, никто нами не командует, а мы все же счастливы. Как ты это объяснишь? Потому что мы разгильдяи. Остальные персонажи – внутренние движущие силы главного героя. Или, если так понятнее, его альтер-эго, его вторые «я». Вторые не по порядку, а по значению. Номер 5873 играет Брэдли Уитфорд. Рационалистическая часть личности главного героя. Объясняющая, систематизирующая, обосновывающая, скептическая. Она удерживает связь человека с реальностью. И может ли дальше стать страшнее? Да. Знаешь почему? Потому что ты согласился на лайк и оставил любовь на столе. Ты вкладываешь все туда, разбрасывая повсюду, хотя тебе нужно строить, создавать. Номер 5011. Роль исполняет Элис Брага. Это родительский образ. Мамаша, стоящая над душой и поучающая и указующая. И в то же время это глубинная программа социализации личности. Она исполняет функции самоограничения, самосохранения и выработки справедливых правил взаимодействия с другими людьми. Правила. Правила? Нам нужны правила. Правила — это имеет смысл. То есть, если бородатый мужик 5873 – это то, что фактически наблюдает 14-й вокруг себя, реальность близкая к объективной, энергия созерцательная, рассудок, то дамочка 5011 – это реальность творимая, субъективная, энергия действия. А в случае нашего героя это еще и его гуманистическое устремление, его положительное начало. Номер 1828 – красотка, занимающаяся дыхательными упражнениями. Ее играет Даниэла Кэмпбелл. Это базовые инстинкты. Сексуальный, пищевой, стремление к доминированию. То есть животная и эгоистическая часть личности главного героя. Помните, это нормально быть здесь, прямо сейчас, именно там, где вы находитесь. И это нормально быть. По изменчивому настроению героя мы можем сделать вывод, что он разрывается между самоотстранением и альтруизмом, между покоем личности и тщеславием. Изначально он был просто лентяем и разгильдяем, чем-то вроде расово-комплементарного облома в интерьере 21 века. Правда, в отличие от гончаровского героя, 14-й склонен удовлетворять сексуальное влечение подручными способами. Что ж ты на самом деле хочешь делать? Хотелось бы узнать. Я хотел бы быть пастухом. Правда? Внезапно поднятый лайками на уровне значимости, главный герой стал еще больше впадать в тщеславие. Таким образом, через внутренние конфликты он приходит к своему финалу. Сначала рвется связь с объективной действительностью. Потом жизненные потребности, в первую очередь программы социализации, сталкиваются с глубинными инстинктами и тщеславием. И как итог, герой растворяется в виртуальной темнице своих желаний, оставаясь пленником миллионов незнакомых сущностей, которых он никогда не видел, не увидит, которые проявляют себя только лайками, и для которых его исчезновение произойдет практически незаметно. Никто ведь не оплачет его как человека. О нем погрустят, как о забавном пиксельном персонаже, и скоро его место займет что-то новое, пукающее, мелькающее, декламирующее или что-то в этом роде. И получилась история жизни человека, который вроде бы имел множество благих намерений, обладал кое-какими талантами, но их поглотило темное начало. Кем мы были до всего этого? Я имею в виду, я был никем. Не был кем-то важным. Ты был важным. Спасибо, но не так, как сейчас. Сейчас? С этим? Думаешь, это лучше? Какова же основная идея? Я бы сформулировал ее так. В упрощенном мире и личность деградирует.
Однако можно сформулировать по-другому, заостряя внимание на иных аспектах. Например, если отталкиваться от названия, то очевиден посыл авторов. Для соцсетей ты жертва. Они высасывают тебя байт за байтом. Делиться, 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 иначе ты неудачник. В этом ключе обретает новый смысл еще один афоризм Эмерсона. Мы не совершаем ничего, потому что урезаем себя. Система соцсетей жестче реала. Она вампирская. Она принимает в себя не только низменное человеческое, но и подчиняет себе лучшее в человеке. Наше стремление творить добро и желание показать себя с хорошей стороны. В реальной жизни все-таки есть разделение на систему, питающуюся злом, и систему, поощряющую добродетель, и они друг друга уравновешивают. Предлагаю моим читателям подумать над этой мыслью. Пока она нигде не обдумана, скорее всего, даже на Западе. Так или иначе, глубина этого фильма позволяет сформулировать сразу несколько приемлемых идей. Потому что если углубиться на третий горизонт данного кинотворения, то мы заметим, что согласно теории архетипов, главный герой на первом уровне – трикстер, а на втором – ребенок. То, что роль главного героя можно так интерпретировать, это большая редкость. И уже одно это выводит Айру Розенцвейга и его соавтора по сценарию Бенджамина Сьютера в ранг весьма одаренных творцов. Ну а что такое поделиться? Вершина их работы или только ступень к вершине? Покажет будущее. Вот, почти все. Прошу вас. Мы уже пришли. Хочу только сказать, что игра актеров замечательная, высокопрофессиональная и на том же уровне, что и режиссерско-сценаристская работа. А это явно намекает. Режиссер умеет работать с актерами и имел четко сформулированную идею, которую успешно воплотил. Всем удачи! Не теряйте бдительности, от Голливуда можно ждать всякое. Впрочем, мы тоже не промах, но отстаем от Запада.